Сегодня я сделаю одно из, пожалуй, самых противоречивых видео на моем канале. Сегодня вы узнаете, кого же я больше люблю. Трампа, Путина, Гитлера, Сталина, Ленина. Я знаю, вы всегда хотели это узнать. Ну что ж, посмотрим. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я буду проходить тест на политические взгляды. Это, конечно, не супер объективный тест, и это не значит, что я на самом деле так думаю, но я уверен, что это видео будет очень полезное для вас. Вы сможете узнать много интересных терминов, связанных с политикой, экономикой и другими вещами. Я делаю это только в образовательных целях. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, прежде чем мы начнем сегодняшний тест, я бы хотел вообще рассказать, что такое политические взгляды, если вы немножко далеки от политики. Как вы знаете, есть самые распространенные 4 направления в политических взглядах. Если мы смотрим на этот политический компас, да, наверху у нас есть авторитаризм, внизу у нас либертарианство. Да? Авторитаризм — это значит больше власти у государства, и либертарианство внизу — это значит нет власти у государства. Вот. И у нас есть экономические, да, слева у нас это экономические левые, и справа у нас экономические правые. То есть экономические левые — это за контроль над экономикой, и экономические правые — это за свободу экономики. И, как вы видите, на этом политическом компасе есть много разных видов, смотря куда мы пойдем. Да, если мы смотрим авторитарный и экономический левый, это коммунизм, конечно. А если это либертарианский и экономический правый, это олигархия. Да, или еще также говорят анархокапитализм. Вот, да, ну и, конечно, здесь есть разные вещи, нацизм, например, да, это здесь его ставят социализм, анархизм, вот, и разные другие вещи. Я считаю, что этот способ, так сказать, определять твои политические взгляды, конечно, неплохой, но я нашел тест, который определяет еще более, я бы сказал, конкретно, потому что здесь, я считаю, недостаточно. Вот. И давайте посмотрим на тест, который мы сегодня будем проходить. Да, называется PolitiScales. Вот. И здесь используют 8 идеологических ценностей. Давайте сначала быстро посмотрим, какие тут есть ценности, и потом начнем тест. Вот, у нас есть первые 2 ценности — это конструктивизм против эссенциализма. Да, конструктивисты — это люди, которые считают что то, как люди живут, как себя ведут, они, так сказать, не потому, что они такие по природе, а потому что так условия, да, их окружение. Вот, то есть, если бы было другое окружение, то они были бы другими. Вот. Например, можно сказать, что люди в Северной Корее, у них нет рабского мышления, просто потому что они в условиях такого, так сказать, такой диктатуры ведут себя так, да, потому что те же самые люди, но в Южной Корее они свободные люди, ну, типа свободные. Это еще другой вопрос, конечно. Вот. А эссенциализм — это считает то, что нет, северокорейцы, они как бы исторически, ментально, они устроены так, что всегда будет диктатура. Ну вот в этом разница. Также у нас есть реабилитационное правосудие против карательного правосудия. То есть реабилитация значит, если человек что-то сделал плохое, мы должны помочь ему исправиться, стать хорошим человеком. А карательное правосудие значит, что нужно его покарать, наказать. То есть, да, показать всем другим, что так делать нельзя, и за это его нужно сильно наказать. Например, посадить в тюрьму или даже сделать, как это называется, посадить его на электрический стул, да, ну,
опять же, я говорю про разные варианты. У нас есть прогрессивизм и консерватизм. Вот, то есть прогрессивисты считают, что главная цель — это социальный прогресс, созидание более совершенного, лучшего общества, и не нужно смотреть на традиции. А консерваторы, естественно, очень много времени уделяют традициям, то, как было раньше. Вот, они хотят сохранить статус-кво. Смотрим дальше. Вот, также религия очень важна, естественно, у консерваторов. У нас есть интернационализм против национализма. Тут, думаю, все понятно. Если вы не против людей другой кожи, другой национальности, то вы интернационалист. А если вы хотите только, чтобы были люди вашей национальности, вы националист, скажем так. У нас есть коммунизм, капитализм. Тут, думаю, все понятно. Еще есть регуляционизм или принцип невмешательства. То есть это экономический принцип в том, что нужно ли государству регулировать экономику или ничего не делать, и она сама будет, люди сами разберутся, что делать. Это невмешательство, не вмешиваться. И последние два типа — это environmentalism против продуктивизма. Тут понятно, что environmentalisты — это люди, которые хотят защищать окружающую среду, защищать нашу планету, природу. А продуктивисты говорят, что самое главное, что природа — это дана нам, чтобы делать нашу жизнь лучше. Да? Вот. И есть люди революционеры и реформисты, да, тот, кто хочет сделать все быстро, силой, с кровью, или те, кто хотят делать постепенно реформами. Так вот, давайте начнем. Тест большой, но я постараюсь делать его быстро. Итак, вопрос номер 1. Тут 117 вопросов, их много. Я постараюсь не знаю за сколько, за 15 минут на все их ответить. Будем делать быстро. В отношении брака, усыновления или продолжения рода гомосексуалы не должны иметь тех же прав, что и гетеросексуалы. Да? То есть это значит, могут ли люди, скажем, нетрадиционной ориентации иметь те же самые права, как люди традиционной ориентации в плане усыновления детей. То есть могут ли они брать детей в свои семьи, да, или продолжать род. Не должны, да, здесь написано не должны. Я все-таки считаю, что они могут, но, конечно, есть свои особенности, поэтому я скажу, что скорее не согласен. Причины изнасилований отчасти кроются в естественных позывах мужчин. То есть то, что мужчины насилуют женщин, да, это когда они занимаются сексом с женщинами, когда те не хотят заниматься сексом с ними. Это естественный, наша природа, да, тут написано так. Я считаю, что нет, что мужчины должны себя контролировать, поэтому я полностью не согласен. Вот. В любой ситуации люди в первую очередь движимы собственной выгодой. Я думаю, что не в любой, но это правда. Обычно мы всегда хотим то, что лучше для нас, наше выгодно, что нам выгодно. Да? Вот, поэтому я могу сказать, что я частично согласен. Использование ископаемого топлива, да, такие как нефть, газ, уголь, это насущная необходимость. Да, ископаемое топливо, вы понимаете, это то топливо, та энергия, которую мы берем из земли. Да? Это не чистая, не зеленая энергия. Поэтому, конечно, я хотел бы, чтобы у нас сейчас мы использовали ветер, солнечную энергию, но, к сожалению, это очень трудно быстро перейти на нее. Поэтому я считаю, что действительно сейчас это все еще необходимо, поэтому я могу сказать, что я частично согласен, не полностью. Дабы сохранить Дабы сохранить естество полового акта, следует отдавать приоритет воздержанию над контрацепцией. Так, мне нужно самому понять, что здесь написано. То есть они говорят, что если мы хотим, чтобы наш половой акт, то есть секс, я думаю, что это видео будет демонетизировано, но ладно, чтобы он был естественный, натуральный, да, нужно не использовать контрацепцию, то есть не использовать презервативы. Я думаю, что
это глупости, презервативы нужны, потому что наш мир не такой, как был раньше, и это помогает людям контролировать, хотят ли они больше детей или нет, поэтому я могу сказать, что я полностью не согласен. Вот. То есть, следует отдавать приоритет воздержанию. То есть, вместо того, чтобы, скажем, я понял. То есть, воздержание — это когда ты не хочешь заниматься сексом, да, ты воздерживаешься от него, либо ты используешь контрацепцию. Это уже другой вопрос, да, я не сразу понял этот вопрос. Так, мы идем медленно. Только 5 вопросов из 117, боже мой, я не успею на все ответить. Так, я думаю, что, конечно, Нет, полностью воздерживаться невозможно. Нет, я думаю, скорее не согласен. Конечно, заниматься сексом каждый день и использовать много контрацептивов, я думаю, может быть, это не очень хорошо. Опять же, мое мнение. Вот. Но, да, конечно, они нам нужны. Контрацепция нужна, поэтому я могу сказать, что я скорее не согласен. Вот. Нам следует идти на компромиссы с оппозицией, чтобы претворить наши идеи в жизнь. Да, полностью согласен. Мы не можем жить без компромиссов. Банки должны оставаться частными. Да, я думаю, что, конечно, банки, да, в этом плане я согласен, что экономически я за более свободный рынок, поэтому... я бы сказал, что все равно частными, но с оговорками, поэтому частично согласен. Займы, взятые вне частной сферы у государства, регионов, коллективов, должны быть необязательны к возврату. Нет, это глупости. Займы всегда должны быть обязательны к возврату, поэтому я полностью не согласен. Активисты всегда должны действовать строго в рамках закона. Опять же, зависит от закона. Закон может быть хороший, а закон может быть плохой, да? Поэтому я могу сказать, что я частично согласен. Люди должны придерживаться своих идеалов, даже если это будет означать предательство своей страны. К сожалению, это правда. Да, я сейчас не в России, я не поддерживаю мою страну, я против войны, поэтому я согласен, да. Мы всегда должны порывать с теми из протестующих, кто использует насилие. Порывать, то есть не дружить, да, с теми людьми, которые используют насилие. Порывать прям, я не знаю, какое насилие имеется в виду. Порывать и значит полностью разрушить контакты с этими людьми, я не знаю. Можно потом с ними будет попытаться поговорить. Друзья, давайте делать без насилия. Поэтому не могу сказать, что я полностью согласен. Скорее, не согласен. Да. Несправедливо устанавливать минимальные наказания за правонарушения и преступления. Минимальное наказание. То есть они считают, что нужно, чтобы было наказание все-таки большое, как мне кажется. Вот. Но я думаю, это зависит, поэтому я не знаю или не уверен. Да, это зависит от ситуации. Рынок труда ставит рабочих в положение рабов. Конечно, с одной стороны, так можно посмотреть на это, но я в то же время считаю, что на рынке каждый человек может найти работу по своему, по своему таланту, да, но, конечно, бывают монополии, вот, поэтому я скорее не согласен. Я в равной степени беспокоюсь о жизни и благосостоянии жителей, как моей, так и других стран. Это правда. Я полностью согласен. Я надеюсь, чтобы у всех все было хорошо. Условия жизни в тюрьме должны быть значительно улучшены. Полностью согласен. Для существенных изменений в обществе необходимо восстание. Восстание, наверное, не восстание, но какие-то сильные общественные, да, вот вместе, чтобы что-то делать, но не революция. Поэтому скорее не согласен, но не 100%. Если в моей стране введут государственные языки или заменят существующий на новый, я не буду ничего иметь против.
Ну, конечно, нет, потому что, я думаю, важно понимать, кто жил в этой стране очень долгое время, какая здесь есть нация, вот, поэтому я думаю, что я буду против, но можно добавить какие-то языки, если их больше, да, поэтому вот прямо заменить русский на другой язык точно нет, поэтому скорее не согласен. Мы должны бороться с глобальным потеплением. Конечно. Взлом имеет законное место в политической борьбе. Нет, полностью не согласен. Необходимо ограничить влияние религии. Конечно, религия, как и любой другой инструмент, может быть использована во благо и во зло. Да? Поэтому я думаю, что должно быть ограничение всего. То есть не может иметь полную власть религия или государство. Поэтому я могу сказать, что частично согласен, но, конечно, не нужно полностью ограничить ее. ГМО должны быть запрещены вне исследований и медицинских целей. Трудно сказать. Я думаю, что ГМО — это не идеал, но, к сожалению, в наших условиях сейчас это лучшее, что мы можем найти, поэтому скорее не согласен. Государство как таковое следует упразднить. Было бы классно, чтобы у нас не было государства, но это нереалистично. Да, поэтому нам нужно государство, к сожалению. Да, скорее не согласен. Технический прогресс не должен изменять общество слишком быстро. Мы должны все равно смотреть. Например, сейчас происходит революция, да, искусственного интеллекта, поэтому это нормально, что общество слишком быстро меняется. Я думаю, что нужно аккуратно с этим заниматься, да, поэтому я могу сказать, что полностью согласен, да, слишком быстро нет. Вот, наверное, да. Необходимо преподавать историю для создания чувства принадлежности к нации. То есть, опять же, зависит от того, как мы преподаем эту историю. Если мы говорим, что вот мы все русские, поэтому мы лучше, это нехорошо. Но нужно преподавать историю. Я бы сказал, вот, преподавать историю для создания чувства... Нет, наверное, не преподавать историю, а преподавать культуру. Вот, это хорошо. Поэтому, что здесь, я думаю, скорее не согласен. Анонимность в интернете – неотъемлемое право. Да, конечно, но нужно тоже отвечать за свои слова. Поэтому я считаю, что я частично согласен. Революция всегда дурно заканчивается. К сожалению, да, мало революций, которые хорошо заканчивались, поэтому я могу сказать, что да, обычно плохо. Патенты не должны существовать. Ну, это неправильно, потому что если кто-то что-то придумал, он много думал, он работал, да, поэтому я могу сказать, что я полностью не согласен. Трансгендеры никогда не станут людьми желаемого ими пола. Трудная тема. Ну хорошо, я сам выбрал эту тему. Я считаю, что трансгендеры, они, конечно, никогда не станут, стопроцентно, конечно, вот, если это был мужчина, стал женщиной, теперь он стопроцентно как настоящая женщина, нет. Но в то же время они являются транс-женщинами, и мы должны это тоже учитывать, и это нормально. Поэтому я могу сказать, что скорее не согласен, но не полностью. Вот. То есть, нет, трансгендеры никогда не станут людьми желаемого ими пола. Да, скорее не согласен. Сокращение отходов должно осуществляться за счет сокращения производства. То есть нужно меньше производить. Опять же, трудно, да? У нас сейчас экономика так работает, что мы меньше производим, она меньше растет, у людей меньше денег. То есть, конечно, в идеале хотелось бы, чтобы у нас все было рассчитано, но это, к сожалению, невозможно. Да? Поэтому сокращение отходов нужно не меньше производить, а, возможно, производить что-то другое. Вот. Поэтому я думаю, что скорее не согласен. Сохранение экосистем вне городов важнее, чем создание рабочих мест. Опять же, очень сложная тема.
Вот. Я думаю, что, конечно, рабочие места важны для людей, но если у людей нет воздуха, нет леса, то у них будут проблемы. Поэтому я думаю, что я скорее не согласен. То есть нужно искать какие-то компромиссы, но скорее нет. Да, частично согласен, да, потому что сохранение экосистем важнее, я считаю. Правосудие должно всегда учитывать контекст и прошлое осужденных и соответствующим образом адаптировать свои наказания. Да, я думаю, что это слишком трудно для меня, сейчас моя голова не соображает, поэтому не знаю, не уверен. Саботаж оправдан при определенных условиях. Не знаю, не уверен, я думаю, скорее не согласен. При должном обращении атомная энергетика благо. Да, полностью согласен. Мультикультурализм – это угроза нашему обществу. Мультикультурализм – это угроза? Нет, конечно, это не угроза. Совсем, да, полностью не согласен. Тяжелые наказания эффективны как превентивная мера. Скорее не согласен. Доступ к абортам следует ограничить за исключением некоторых случаев. Я скажу так, как человек верующий, я считаю, что, конечно, аборты – это последняя вещь, которую люди должны делать, потому что, опять же, у меня будет очень много интересных комментариев. Друзья, пишите, что вы думаете по поводу моих мыслей. Но мне интересно, я открытая книга, я все вам говорю. Да, я считаю, что делать аборты – это не то чтобы плохо, но это нужно помогать женщинам, так сказать, все-таки оставлять детей, создавать условия для этого, да, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Поэтому, но, да, вот некоторые случаи, то есть я могу сказать, что, да, следует ограничить, да, но, может быть, конечно, это трудно, да, потому что если ограничивать, люди все равно будут их делать, вот, поэтому я думаю, что ограничивать аборты не надо, но нужно как-то помогать людям, так сказать, мотивировать их не делать, поэтому я думаю, что скорее не согласен, но не полностью. Насилие над личностью никогда не бывает продуктивным. Полностью согласен. Да, существует небольшая группа, которая сознательно и тайно контролирует мир. Теория заговора. Я не знаю, что это небольшая группа, да, тайно контролирует. Насчет сознательно, да. Существует, да. Тайно, не думаю, что это тайна. Я думаю, что это просто, так сказать, большие корпорации, да, у них много денег. Поэтому я думаю, что скорее не согласен. Возраст выхода на пенсию должен быть снижен. Снижен, не уверен, нет. Повышен, нет, но снижен, нет. Да, поэтому скорее не согласен. Активизм существующих политических организаций не имеет отношения к изменению общества. Конечно, имеет. Поэтому это важно, что делают политические организации. Организованные государством выборы не могут изменить действующий баланс сил. Не всегда, но иногда могут. В России нет. Поэтому я бы сказал, что скорее не согласен. Полиция должна быть вооружена. Да, конечно. Потому что есть нехорошие люди, которые тоже вооружены, к сожалению. Вот. Полностью согласен. Нам следует применять перемены в наших пищевых привычках, чтобы обуздать эксплуатацию природы. Да, конечно, нам следует принять перемены. Нам стоит перестать есть мясо. 100%. Полностью согласен. Недопустимо, чтобы действия людей приводили к исчезновению видов животных. Согласен. Национальный шовинизм во время спортивных соревнований неприемлемым. Что такое шовинизм, нужно понять, да? Если говорить, что вот, мы русские, мы лучше всех, просто потому что, это спортивное соревнование, да? Это не так плохо, если это не переходит в какое-то физическое насилие. Наверное, шовинизм все-таки это негативная вещь, поэтому я думаю, что
Да, я согласен. Частично, да. Необходимо распределять благо между потребителями, исходя из потребностей. Но это коммунизм. Нет, я думаю, что важно смотреть, что ты делаешь. Экологические нормы должны определяться массовым потреблением, а не властями. Да, полностью согласен. Государственные компании должны управляться как частные и следовать логике рынка. Опять же, очень-очень такая штука. Потому что, с одной стороны, это хорошо, частный рынок, я за это, но с другой стороны, конечно, нужно учитывать то, что могут прийти иностранные компании и ставить плохие условия, поэтому, да, скорее не согласен. Так, здесь написано, люди не должны ни есть, ни эксплуатировать животных. Ну, вы знаете, я веган, поэтому, конечно же, я полностью согласен, хотя я понимаю, что есть люди, которые живут на севере, живут там, где нет другой еды, да, но мы говорим про обычных людей, которые живут в городе, у которых есть доступ к еде без мяса, то, конечно, да, я полностью согласен. Сексуальная ориентация – это социальный конструкт. То есть то, что хочет человек, это, можно сказать, сделано обществом. Я думаю, что социальная ориентация, конечно, это то, откуда именно сексуальная ориентация, да, мы не говорим про гендеры. Я считаю, что это естественная вещь, которая есть у людей, поэтому я не знаю, что они хотят сказать под социальный конструкт, не знаю, не уверен. Максимально разрешенное рабочее время по закону должно быть увеличено. Я не думаю, что оно должно быть увеличено, потому что все равно люди должны отдыхать, и если люди работают слишком много, то потом у них будут проблемы, поэтому я думаю, скорее нет. Поддерживание сильного экономического роста должно быть целью для правительства. Конечно, но нужно понимать, что ради экономического роста нельзя жертвовать другими вещами, да? Поэтому частично согласен. Вполне допустимо, что некоторые отрасли промышленности являются частными. Конечно, полностью согласен. Массовая забастовка – хороший способ получить новые права. Не знаю, насколько это хороший способ каждый раз, но действительно это работает, поэтому частично согласен. Изменения в образе жизни отдельного человека могут вызвать изменения в обществе. Конечно, потому что общество состоит из отдельных людей. Если каждый человек будет жить лучше, то мы все будем жить лучше. Вот, полностью согласен. Различия в уровне богатства между людьми происходят от их личных заслуг и достоинств. К сожалению, не всегда, да, потому что люди могут украсть деньги, люди могут получить деньги от их родителей, которые сами они их не заслужили. Поэтому, не всегда. То есть я бы сказал, скорее не согласен. Потенциально опасное лицо лучше превентивно арестовать, чем допустить риск совершения им преступлений. Конечно, нет. Мы не можем, все-таки есть презумпция невиновности, да, что человек не виноват до того, как он совершил преступление. Поэтому считаю, что полностью не согласен. Нам необходимо пожертвовать некоторыми гражданскими свободами для защиты от терроризма. Ой, это очень популярная фраза многих правительств. Они любят так говорить. Вот. Конечно, очень трудная тема, но я думаю, что я скорее согласен, чем не согласен. Опять же, я могу ошибаться, но это мое мнение. Социальные различия между этническими группами не могут быть объяснены биологически. Конечно, нет. Мы абсолютно с точки зрения биологии, я бы сказал, на 99.999% одинаковые люди. Поэтому полностью не согласен. Женщины становятся, а не рождаются. Это, опять же, связано с трансгендерами. Я считаю, что женщины рождаются в 99% случаев, да, потому что женщины, по норме женщины рождаются. Конечно, есть исключения,
когда действительно у нас есть человек с несколькими, так сказать, с несколькими, как это называется, половыми органами, мужскими, женскими, да, это интерсекс, и бывают действительно ситуации, когда человек родился не в своем теле, но это исключение, а не правило. Поэтому я сказал бы скорее не согласен. Не 100%, да, но скорее нет. Вооруженная борьба в стране иногда необходима. Нет, полностью не согласен. Иностранцы, проживающие в моей стране, должны иметь те же политические права, что ее граждане. Политические права нет. Все-таки я считаю, что граждане должны быть важнее. Поэтому скорее нет. Некоторым секторам или типам занятости следует оказывать финансовую поддержку. Да, конечно. Конечно, некоторым, да, частично согласен. Школа главным образом должна учить нашим ценностям, традициям и фундаментальным знаниям. Школа должна учить знаниям, правда, должна учить какой-то определенной морали общечеловечной, не, я бы сказал, нашим, да, но таким человеческим ценностям. Опять же, поэтому частично согласен. Тюрьмы нужно упразднить. Упразднить тюрьмы сейчас нельзя. Мы не можем это сделать. Но, может быть, в будущем, когда люди будут лучше, может быть, но сейчас нет. Поэтому скорее не согласен. Социальная помощь отбивает у людей охоту работать. Это правда есть, но, опять же, не со всеми людьми, и поэтому скорее не согласен. Гормональные различия могут объяснить некоторые расхождения в личностных характеристиках женщин и мужчин. Да, частично согласен, конечно. Категории женщина и мужчина – социальные конструкты, от которых мы должны отказаться. Полностью не согласен. Трансгуманизм будет выгоден тем, что позволит нам улучшить наши возможности. Я, честно говоря, не знаю, что такое трансгуманизм, поэтому скажу не знаю. Хороший гражданин должен быть патриотом. Никто не должен быть патриотом, поэтому я считаю, что скорее нет. Поиск собственной прибыли – здоровое явление для экономики. Да, я полностью согласен. Нам необходимо установить монархию для объединения народа и сохранения нашего суверенитета. Полностью не согласен. Порядок и субординация должны уважаться и соблюдаться при любых обстоятельствах. Не при любых. Конечно, порядок должны уважаться, но не при любых. Поэтому я бы сказал, частично не согласен. Частично согласен. Мои религиозные ценности должны быть распространены как можно шире. Мне бы хотелось, конечно, но они не должны. Поэтому скорее не согласен. Рыночная экономика оптимальна тогда, когда не регулируется. В теории, опять же, в теории. Поэтому я бы сказал, частично согласен. Социальные роли женщин и мужчин частично могут быть объяснены биологическими различиями. Да, частично, да, конечно, потому что мужчина не может рожать ребенка, поэтому это, другая функция, да, поэтому, да, частично, да, согласен, не полностью. Страна имеет право на военное вмешательство в целях защиты своих экономических интересов. Экономических интересов точно нет. Иностранцы обогащают нашу культуру. Частично согласен. Увольнения сотрудников должны быть запрещены, за исключением случаев, когда это оправдано. Я думаю, что скорее нет, потому что увольнять все-таки можно, но надо смотреть по ситуации. Да, поэтому я не уверен. Цель судебной системы должна заключаться в наказании тех, кто пошел против закона. Да, согласен, но надо смотреть в целом, как идет закон, да, какой закон, поэтому частично согласен. Людей, отбывших тюремный срок, следует реинтегрировать в общество. Полностью согласен. Все науки, даже химия и биология, не являются бескомпромиссными и обусловленными нашим обществом.
Нет, науки, они абсолютные, они не могут быть, как сказать, какими-то связаны с обществом. Это просто науки. Так, все-таки все науки, даже химия, биология, не являются бескомпромиссными. Они являются. Поэтому полностью не согласен. Язык определяется его пользователями, а не учеными. Полностью согласен, да. Я языковой либерал, 100%. Эвтаназия должна быть разрешена. Ой, эвтаназия. Трудная тема. Очень трудная тема. Можно записать подкаст на эту тему потом. Да, я не знаю. Правда не знаю. Радикально менять систему попросту непродуктивно. Нам скорее стоит преображать ее постепенно. Да, полностью согласен. Энергетика и транспортные структуры должны быть государственной собственностью. Энергетика, может быть, транспортные структуры нет, я не согласен, скорее не согласен. Колонизация космоса – хорошее решение проблем нехватки сырьевых ресурсов на Земле. Нет, скорее нет, потому что мы можем решить наши проблемы, если мы будем, так сказать, меньше производить ненужных вещей, да, и лучше распределять ресурсы, поэтому нет. Наемных работников, получающих заработную плату от частных фирм, эти же компании, по сути, обворовывают. Нет, почему? Ну, я бы сказал, они не воровывают. Нет, не согласен. Регистрация и хранение личных записей должны быть строго ограничены, и перекрестная проверка баз данных должна быть запрещена. Ага, да, я понимаю, о чем это говорится. Да, я бы сказал, частично согласен. Конечно, есть исключения. Хорошая политика – это прагматичная политика без идеологии. Это ни о чем не говорит. Делокализация – необходимое зло для улучшения производства. То есть это получается, когда мы делаем аутсорсинг, я так понимаю, да? Хотя не уверен. Ценности моей страны превосходят ценности остальных стран. Нет, полностью не согласен. Важно поощрять сельское хозяйство, которое поддерживает биологическое разнообразие продуктов питания, даже если от этого пострадает качество и количество. Биологическое разнообразие продуктов питания. Скорее нет. Представители любой нации или культуры обладают некоторыми неизменными характеристиками, которые их определяют. Частично, не полностью. Как же я сказал, да, что люди могут меняться, но частично. Рано или поздно границы должны быть упразднены. Может быть, в будущем, когда на нас будут нападать инопланетяне, и мы просто будем все земляне. Поэтому что частично согласен. С биологической точки зрения человек создан для гетеросексуальности. Опять же, да, конечно, любое животное создано для гетеросексуальности, но есть исключения. Поэтому я бы сказал, частично согласен. Преобразование экосистем и повышение качества жизни людей – это разумно и приемлемо. Преобразование экосистем. Что они имеют в виду под этим? Я не уверен. Традиции должны быть поставлены под сомнение. Конечно, потому что было много плохих традиций, да, поэтому всегда нужно ставить все под сомнение. Моя страна должна выплатить компенсацию за преступление, которое она совершила в отношении других государств. 100%. Полностью согласен. Я говорю с вами, мистер Путин. Никто по своей природе не предрасположен к преступным деяниям. Да, по своей природе никто не расположен. Полностью согласен. Как таковой брак должен быть отменен. Как таковой брак должен быть отменен. То есть люди не должны жениться. Нет, глупости, полностью не согласен. Необходимо избегать частных монополий. Конечно, монополия – это никогда не хорошо. Полностью согласен.
Главное предназначение пары – обзавестись хотя бы одним ребенком. Нет, каждый сам выбирает, что хочет, поэтому не согласен. Тот факт, что некоторые школы и университеты являются частными, не является проблемой. Конечно, да. Различия в обращении и качестве жизни между людьми разных рас в нашем обществе показывают, что расизм все еще вездесущ. Частично согласен. Не могу сказать, что это именно из-за этого, но частично. Смертная казнь оправдана при определенных условиях. Нет, я считаю, что мы не давали жизнь человеку, мы не можем ее забирать. Вот. Полностью не согласен. Скорее не согласен. Исследования, проведенные моей страной, не должны быть доступны другим странам. Смотря какие исследования, конечно, но я думаю, что скорее нет, потому что все равно мы должны помогать друг другу. Мы все один мир. Вполне допустимо, что есть как богатые, так и бедные люди. К сожалению, это так сейчас. Я надеюсь, что в будущем это может измениться, но я бы сказал, частично согласен, но я надеюсь, что это будет по-другому. Но сейчас это так. Важно, чтобы здравоохранение оставалось в руках государства. Да, согласен. Здравоохранение. Полностью согласен. Для повышения производительности необходимо активно инвестировать в исследования. Конечно. В настоящее время сотрудники вольны выбирать, подписывая контракт со своим будущим работодателем. Они вольны выбирать, то есть они могут выбрать, что они хотят. Я не знаю. Существование минимальной заработной платы необходимо, чтобы работники могли прожить на плоды своего труда. Конечно. Граждане государства должны иметь приоритет перед иностранцами. Да, полностью согласен. Необходимо устранить ограничения в трудовом законодательстве, дабы поощрять фирмы к найму. Не уверен. Никто не должен иметь право разбогатеть от владения бизнесом, жильем или землей. Конечно, нет, полностью не согласен. Доходы и капитал должны облагаться налогом, чтобы перераспределять богатство. Частично согласен, конечно, опять же, нужно понимать, какие налоги, какой капитал, какие доходы, да, то есть это по-разному, но частично. Если две страны имеют схожие экономики, социальные системы и экологические нормы, то свободная торговля между ними не имеет отрицательного воздействия. Конечно, полностью согласен. Ну что, вы готовы? Жду не дождусь. Итак, вот мой результат. Получается, у меня здесь такой флаг, написано «Человечество, труд, правосудие». Интересно, что же это значит? На шкале конструктивизм, эссенциализм я все-таки ближе к эссенциализму, как оказалось. То есть помним, да, эссенциализм — это значит, что я считаю, что люди такие, какие они есть, да. Насчет того, что реабилитационное правосудие, да, я скорее считаю, что мы должны давать людям второй шанс. Прогрессивизм, консерватизм 50%, да, я больше прогрессивный человек, но, конечно, тоже есть доля консерватизма, не 100%, да. Интернационализм 100%, да, я считаю, что мы все люди на одной планете, поэтому 74% это правда. Так, 62% капитализма, да, я считаю, что все-таки капитализм — это лучшая система, это ужасная система, да, но лучше пока еще не придумали. Здесь интересно у меня регуляционизм 38% и 24%, то есть я считаю, что, конечно, регулировать надо, но тоже иногда стоит не вмешиваться, я не уверен во многом. Также у нас есть экология и продуктивизм. Интересно. Я думал, что я больше люблю экологию, да, но здесь, как показало, 38% я считаю для производства.
И действительно, я не за революцию, я за реформы. Вот, как-то так. И здесь, видите, нету такого, что правый, левый. Вот, это вот, я считаю, более реальное определение человеческих политических взглядов. Вот, потому что нам нужно оценивать по каждому пункту, да, не по какому-то одному конкретному, а вот в целом. Правый я или левый, считайте вы сами. Вот, и напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете сейчас обо мне. И можете тоже пройти этот тест и сказать, какие у вас результаты в комментариях вот, под этим видео. Еще раз хочу сказать, что, друзья, не нужно быть слишком эмоциональными. Понимаете, что это просто тест, и у каждого человека есть право на свое мнение. Если вы со мной не согласны или вы со мной согласны, я люблю вас всех. Вот. И поэтому я считаю, что именно через беседу, через разговор мы можем лучше друг друга понимать и прийти к общему решению всех проблем. Вот. Так что спасибо всем, друзья, за просмотр. Особенно спасибо моим всем патронам и моим супер-патронам, таким как Джош, Джефф, да, также Джоэл и, конечно же, еще Холли. И еще у меня был один новый патрон, Андрея, да, и еще один, и Брюс Ли. Извини, я не знаю, как читать твое имя. Вот. Спасибо, друзья. Всем отличного дня, до скорого и пока-пока.